Мы сегодня поговорим о двух топиках. Мы поговорим про процесс оценки архитектур, когда вас нанимают как консалтера кого-то поревьювать, да, то есть как это работает, какие там есть у нас степы, что нужно собрать, непосредственно как оценить архитектуру, какие-то несколько примерчиков разберем. Потом будет у нас небольшой темплитик, я покажу, как это, как example, да, потому что презентация это все понятно, да, а как же оно конкретно выглядит. И артефакты архитектора это, ну, в основном это документация, да, ну, как основной артефакт. Мы оперируем им и шарим, коммуницируем эту документацию и решения там со всеми стейкхолдерами. И вторая часть у нас будет, если успеем, это то, как мы оцениваем свои же решения архитектурные уже при разработке SAD, Software Architecture документа, либо архитектурного вижена на Discovery. Там будет тоже такой небольшой пример, покажу немножко темплит архитектурного вижена и где конкретно там нужно сделать будет нашу оценку. Ну и так, погнали. У меня, наверное, сейчас, один момент. Погнали, почти погнали. Я думаю, что уже, наверное, кто-то дал понятие архитектуры на архитектурной конференции. Ну, как говорится, повторение мать учения. Давайте пробежимся, что мы оцениваем. Итак, как там и в строительной архитектуре, да, software архитектура, это набор структур, да, вот перед вами, ну, просто такая, это не имеет никакого смысла диаграмма, но это структура, да, вот. Их может быть одна, несколько, обычно несколько, да, мы с разных сторон, да, визуализируем наши решения, да, обычно схематически, чтобы упростить комплексити, да, передачи на словах. И эти структуры состоят из определенных элементов. Ну, в данном случае это какие-то UML-like, да, нотации, пэкэджи, компоненты, тут какие-то девайсы, да, computation, артефакты. Вот, то есть это набор определенных элементов. У элементов есть некие такие property. Вот, например, веб-сервис, у него есть какой-то capacity, да, у него есть какой-то логин required, да, вот здесь у нас есть usability, да, откуда мы открываем там ту или иную аппликацию, ну и так далее. И, соответственно, между элементами есть обязательно, да, есть связи. Очень важно, да, нам указывать связи, вставить их правильно, ну, как-то их именовать, описывать потом, что они значат. Потому что если мы этого не сделаем, через какое-то время мы и сами не будем помнить, что же мы там намалевали. Итак, это вот, собственно, понятие архитектуры, одно из моих любимых, которое Software Engineering Institute там у себя собирает. Есть еще всякие там ребята, такие как Фаулер, которые говорят, да, архитектура это что-то сложное, ну и на этом все, да, и дорого изменяемое. Давайте перейдем к любой архитектурной методологии, будь то вы будете работать с SEI, да, Software Engineering Institute методологиями, либо с TOGAF, то, ну, это, в принципе, такие мейнстримные, да, основные как бы методологии по архитектуре. Всегда мы начинаем с требований. То есть, если вы начинаете спринт, вы начинаете проект, да, я не знаю, продукт, да, там несколько продуктов, вы начинаете пресейл или discovery, assessment, всегда первым шагом архитектор собирает требования. Ну, как архитектор? Собирает бизнес-аналитик, но наши бизнес-аналитики молодцы, но у них страдает, скажем так, навыки еще, как мне кажется, на рынке во многих компаниях. Поэтому архитектор как человек-оркестр, который, ну, более такой опытный, да, он должен знать, как, собственно, какие виды требований существуют, да, и как их собрать. Дальше непосредственно дизайн. То есть, собрав требования, дальше мы занимаемся дизайном, основываясь на, ну, как бы драйверы, да, так называемые, или еще их называют существенные архитектурные требования, да, significant architecture requirements. Собственно, на основе этих драйверов мы стартуем процесс ADD, Attribute Driven Design, это если мы что-то новое, да, готовим, либо ATAM, да, про который мы сегодня будем говорить, это Attribute Trade-off Analysis метод, когда мы анализируем, собственно, требования, которые перед нами стоят. В основном это качество системы, да, и как принятые решения текущей системы, либо в будущей системе будут достигать эти требования. Причинно-следственная связь. Все очень просто. Ну и последнее, это, собственно, потестировать. Как можно потестировать, да, там, написать прототип по своим решениям. Можно дать кому-то поревьювать, да, получить фидбэк. Можно сделать это самому, да, и опять же посредством Атама
Я буду часто говорить это смешное слово сегодня. Методология от SEI. Кто не слышал, что такое Software Engineering Institute, вот у меня есть книженция, я ее потом скину ссылку обязательно. Нужно будет всем прочитать. Software Architecture Principles and Practices. И, соответственно, ну, это Библия архитектора. И сделав evaluation, да, мы получаем определенный набор рисков, новых требований к системе и повторяем наш луп еще раз и еще раз. Вот, собственно, вот такой у нас процесс. Давайте разберем, где у нас архитектор присутствует, да, то есть где он вообще работает, да, на каких фазах. Ну, основные фазы это, конечно, консалтинг, да, то есть это pre-sale, это discovery, это ассессменты и, конечно же, это имплементация, да, то есть это уже ongoing проекты, да. Соответственно, сорян, перескочил. Мы сегодня поговорим с вами про ассессменты, как их, собственно, делать как сервис и немножко затронем уровень Discovery и то, как архитектор проверяет решения свои же принятые на этой фазе. В принципе, Architecture Vision это, ну, вот такой себе документ, да, то есть вот его такая декомпозиция или SAT очень часто еще вот в такой как бы системе выглядит, да, то есть это такая референс, модель документа, да, будущего, с которым работает архитектор, с которым я каждый день работаю. То есть есть определенные секции, естественно, Executive Summary, сегодня мы с вами пробежимся быстро, посмотрим, как оно все выглядит. Архитектурные драйверы, про которые я вам говорил, да, это набор требований. И это уже потом в зависимости от процесса, да, что мы строим, да, мы делаем визию на будущий, да, продукт, либо мы оцениваем уже какие-то текущие решения, другими архитекторами принятые, да, мы применяем разные методологии архитектурные, да, как ADD, про который я уже говорил, ATAM, CBAM, Cost Benefit анализ и риск анализ, да. От этого документ, вот эта часть его может меняться, да. Operation план, он очень часто у нас присутствует как вообще отдельный на самом-то деле документ. В виженах обычно, ну, мы его вставляем, ну, в документ, да, не отдельно. Ну, и если мы говорим про vision, естественно, implementation roadmap, да, там team композиция, estimate, там assumption, team skill set, да, структуры и так далее. Вот. Как, собственно, наш assessment flow выглядит? Вот мы приезжаем там к клиенту, да, и с чего мы начинаем? Начинаем мы, конечно же, как я уже и сказал, с требований, да, мы собираем бизнес-цели, это основа, да, то есть нужно понимать, что клиент хочет сделать, да, какая его визия, нам нужно собрать измеримые бизнес-голы, например, там такой бизнес-гол, как, ну, там, мы хотим запустить там новое приложение на маркет там к такому-то числу, да, у нас цели, я не знаю, расти там в год на 15%, да. Мы ожидаем скейл там по, я не знаю, по юзерам от стальки-то до стальки-то, да, то есть это вот наши цели, да. Соответственно, еще к, ну, бизнес-голы потом декомпозируются, как их достигнуть, да, то есть как достигать эти цели. С помощью, естественно, функциональности, да, то есть, ну, software имплементации, фичей. Также у нас могут быть ограничения, например, мы стартуем какой-нибудь финтех-проект, да, и у нас там есть PCI compliance, да, или там GDPR под Европу, да, или мы говорим о healthcare, тогда нам надо будет пройти HIPAA, да, и другие сертификации required, да, для healthcare solutionов и так далее, да, то есть это вот определенные такие ограничения, да, или есть какая-то тема, например, мы приходим в проект, а там у нас говорят, ну все, у нас COBOL, и нам интегрироваться или переписывать этот язык на что-то новомодное, например, там на Node.js. И мы такие, о, крутяк. То есть это constraint, нам нужно найти где-то этого динозавра, COBOL-эксперта, да, чтобы он нам помог сделать реверс-инжиниринг. Quality атрибут сценарии. Функциональности, констрейны, все здорово. Не спросив про, ну, про качество системы, да, мы, естественно, ничего не проассесаем, да. Ну, функции или код ассесать, ну, здорово, мы приведем там к best практикам, да. А насколько перформит это сейчас приложение хорошо, да, митает ли оно цели клиента, да, насколько оно scalable, да, насколько maintainable и так далее, да, все вот эти вот utilities, да, так называемые, их нужно выпросить, да, и их обязательно нужно выпросить так, чтобы понимать приоритет и понимать, как их померить, да.
достигаем мы их или нет. Естественно, если мы делаем ассессмент архитектурный, да, то помимо непосредственно целей нам нужны некие solution артефакты, такие как там код, да, потому что очень часто, как очень часто, я проводил 2 года, я сидел у нас в серве на ассессментах, то есть я делал разные ассессменты и внутри компании, и наружу клиентам. И в 80% случаях документации на проектах нет, архитектурные решения не описаны, а если описаны, то имплементация и архитектурный вижен, который или сад, да, который написан, они вообще, такое ощущение, что это вообще два разных артефакта, да. То есть код, да, и вообще имплементация, да, она абсолютно не, скажем так, не сделана по рекомендации архитектора, да, который в документе есть. Соответственно, очень часто бывает, что мы берем только код, да, и вот здесь, скажем так, искусство архитектора быстро с помощью инструментария, да, автоматизированно понять, насколько этот код хорош, да, какая внутри связанность, да, какие есть dependencies, да, на какие модули есть внутри, да, как эти модули соответствуют бизнес-декомпозиции, да, и так далее. Solutions к артефактам еще наши любимые всем: deployment, инфраструктура, мониторинг, логирование, да, всякие виды тестов, да, тест-стратегии и тому подобное, да, configuration management план, operation план, да, SLA, да, там и тому подобное, да, то есть вот это все мы собираем как инпуты, да, для осмотра вообще того, что происходит, да. Естественно, архитектурные решения идеально, если они записаны. Если не записаны, то мы эти решения, опять же, с артефактов пытаемся как-то вычленить, да. Соответственно, потом архитектор стартует 2 типа ассессментов. Первый – это количественный ассессмент и качественный ассессмент. Качественный ассессмент, мы сейчас в деталях там немножко нырнем, посмотрим, как это выглядит. Мы анализируем требования и принятые решения. И говорим, констатируем просто факт, да. К примеру, принятое решение там не использовать load balancer негативно будет влиять там на availability или scalability системы, да. А у нас, например, требования есть, да. Значит, если load балансера нету, да, и это single point of failure, да, такой антипаттерн, да, единичная нода падения, то мы, естественно, запишем риск, да, что это есть проблема, и мы ее рассмотрим не только потому, что я считаю, что load balancer как паттерн, да, клаудный должен быть, да, а потому что у меня требования есть по scalability. А если его нету, мы его не спросили, тогда вопросы к нам, зачем мы что-то рекомендуем, да. Соответственно, качественный – это разрез требований и принятых решений, да, и количественный, он просто подкрепляет качественный. Например, мы можем прогнать статический код-анализ, динамический код-анализ, можем перформанс-тесты там на хлопский розум прогнать сами же, да, покажу там тулы, какие есть на рынке, сейчас можно, да, это быстро сделать. Security тестирование сделать. Более сложные архитектурные исследования и визуализации по архитектуре, как то Titan от SEI, там Latix, есть такие Structure 101, возможно, многие слышали про такие тулы. Я их потом закину, кому будет интересно, как списочком, сможете посмотреть. Вот, они, соответственно, подкрепляют. Например, клиент жалуется на производительность, да, мы запустили там BlazeMeter по-быстрому, да, там левой ногой перформанс-тест, да, померили как-то какие-то там сценарии, даже там на 50-100 concurrent пользователей, и посмотрели, как система себя ведет, какие там есть measurement, да, по основным use cases, и видим, там, действительно есть просадка по перформансу, смотрим потом, в каких модулях, да, с чем связано, да, и уже раскапываем эту тему, и, соответственно, подкрепляем там проблематику, да, которая была у клиента, да, как перформанс, и подкрепляем ее цифрами, да, соответственно, количественный анализ как бы подкрепляет качественный анализ. Как результат, архитектор собирает определенные аутпуты, мы сейчас по ним пройдемся немножко детальнее, да, основа это трейд-оффы, да, и это риски, да, то есть которые мы хотим понять, определить, да, в момент ассессмента. Вся архитектура построена на трейд-оффах, да, то есть на компромиссах. Мы улучшаем перформанс, ухудшаем security. Классическая тема, да, улучшили security, все там натюнили, куча проверок, все, ухудшили перформанс, да. Хотим, я не знаю, убедиться at least one delivery какой-нибудь там pipes and filters паттерне, да, то есть стриминг какой-нибудь, да, сложный,
с трансформациями и так далее. Окей, если мы хотим гарантировать какое-то delivery, да, чего-либо, то нам надо делать постоянные где-то на каждом лейере пресейвы, да, не runtime, да, не in-memory это процессить, а, допустим, записывать это куда-то на persistent, да. Соответственно, к чему это ведет? Опять же, к ухудшению перформанса, ну, к улучшению стабилити, да. И вот, соответственно, приоритеты по нефункциональным требованиям нужны, потому что, когда вы будете принимать решения, вы будете принимать решения в жертву чему-то другому. То есть так всегда происходит, да. Ну, а там уже потом танцы с бубном, да, как это все дело красиво и грамотно уложить. Ну, а по рискам сейчас пройдемся. Как результат, да, наш assessment report – это, по сути, рекомендации по рискам, да, это estimate рекомендаций, что, собственно, надо сделать, improvement roadmap, ну, это просто estimate абстрагированные, разложенные в таймлайн, да, ганчарты и так далее. И improvement индикаторы, классная штука, когда вы говорите, что там, ну, допустим, short-term, ну, там, goal такой-то, да, мы его достигнем так-то, и померим его так-то, да, то есть и покажем, что вот мы достигли определенной улучшений, да, это важно, кстати, потому что все про это почему-то забывают. Окей, погнали дальше. Диаграмма, так сказать, всего, да, то есть это диаграмма, показывающая, насколько наши решения влияют там на то или иное, как все связано с друг другом, да. Как я и сказал, наши бизнес-цели, да, это основа. Мы делаем solution не от себятину, не резюме-driven development, да, мы делаем там, вот мы все будем микросервисы вперед, с CQRS там и так далее, ну и до победного конца, до фейла проекта, да. Нам нужно понимать, что мы value приносим, да, то есть наш solution должен достигать бизнес-цели, да, то есть мы должны их понимать, мы должны их как-то мочь почувствовать, да, с помощью наших требований, да. Как я и сказал, достижение бизнес-голов с помощью архитектурных драйверов, да, то есть бизнес-цель, она же бизнесовая, она такая абстрактная, да, хоть и с менеджментом, но она, ну, она же не говорит нам, как нам там, какие user story нам сделать, да, или какое качество системы, да, это просто вот какая-то такая реально бизнесовое направление, да, а уже наши там драйверы, да, соответственно, декомпозиция требований помогает там, да, нам достигнуть эти бизнес-цели, как я и сказал, фичи, да, наши functional requirements, constraints, консерны архитектурные, сейчас про это чуть-чуть поговорим, quality атрибут сценарий, да, которые строятся вокруг quality атрибутов, да, то есть те ilities, да, это quality атрибуты, а сценарий это я как пользователь открываю дашборд, и он мне загружается, или там first byte мне загружается в течение 1 секунды, да. Все, я вот записал сценарий, ну, такой general сценарий, но тем не менее, да. У меня есть measurement, у меня понятно кто, что открывает, да. Там еще можно докинуть типа кондишены, там under normal operation, там, я не знаю, under growth, unexpected, там какой-нибудь growth, например, под DDoS, да, то есть идет DDoS-атака, мы открываем дашборд, он все еще открывается за 1 секунду. Ну, замечательное приложение. Вот, наши quality атрибут сценарии, они делятся на, как я и сказал сейчас, да, source, да, стимул кто совершает, непосредственно action, да, ну, собственно, что мы совершаем, да, какое действие, да, артефакт. Артефакт это куда мы совершили действие, это наш модуль, домен, да, сервис, система вся в целом, база данных, там, я не знаю, кэш, storage и так далее, load balancer. Environment – это condition, в котором находится данный артефакт, то есть он там в стрессе, он там просто regular operation у него, да, и так далее. Наш артефакт как-то отвечает на этот action, да, на этот стимул. И, ну, ответ – это response, и response measure – это одна из ключевых тем вообще сценария, да. Мы не можем просто написать, что ну, система должна работать быстро. Система должна быть, я не знаю, там, хорошо выглядеть, да, и так далее. Вот эти вот все любимые клиентов слова максимализма, да, вот это вот хорошо, highly available, highly performant, highly secure, это сразу в топку, то есть это ни о чем. То есть архитектор должен мочь разобраться, что значит вот это вот highly, да, что там за цифры скрываются, какие ваши голы. Клиенты обычно не знают, ну, поэтому тут надо будет с ними негашиетить это, да. Соответственно, про консерны очень быстро. Консерны – это то, о чем никто, кроме архитектора, не подумает. Код qualities, там, тестинг, да, CI/CD, логирование, мониторинг и так далее. Да, это можно как-то там вымутить через quality атрибут сценарий, но очень часто, ну,
архитектор, это такие открытые вопросы, да, мне надо засетапить там, я не знаю, там CI/CD процесс. Все, это моя задача, значит, я где-то в документе должен это адреснуть, потому что, да. Клауды, да, то есть какой клауд мне выбрать, да, это тоже один из, мне надо сделать compare, да, там в зависимости от недов клиента и так далее. То есть это тоже concern, да, это как бы такой открытый вопрос мне на будущее. Я их очень часто документирую в начале, то есть с чем мне надо разобраться, да. Или там какой паттерн по big data мне выбрать, там лямбду или капу, да, в зависимости там от специфики, вот, проекта и его недов. Соответственно, разобрали с вами драйверы. Архитектурные решения строятся на основе драйверов. Они и называются драйверы, они нас драйвают принять решение, да. То есть, когда мы собрали требования, на самом-то деле решение, оно уже видно. То есть, это как требование, это как тропинка, да. То есть, мы уже идем, ну, закрывая там необходимые неды, да. Опять же, не резюме-driven development, микросервисы везде, да, а потому что должны быть неды какие-то, да, ведущие к сервис-ориентированной архитектуре, да. Потому что на самом-то деле по комплексити, по управлению и с небольшой командой проще стартануть монолит, да, быстрее показать value, да, и потом уже можно, ну, только монолит надо правильно дизайнить, да, надо, уже говорили про доменную там архитектуру, надо работать с бизнесом, делать бизнес-декомпозицию, потом оплатить это в код, делать правильное модулярити, тестировать модулярити и так далее, чтобы потом можно было вычленить, да, контролировать наши dependency management, да, cyclomatic complexity и тому подобные штуки. Итак, наше любое архитектурное решение, как архитекторы любят шутить, всегда ведет к костам, да. Это что-то будет либо по лицензиям, это надо увеличить команду. Про тот же перформанс-тестирование, его же надо, чтобы кто-то писал, да, кто-то должен уметь это делать, перформанс-инженера наймем, да, должен знать JMeter, то есть он будет это писать, потом это суппортить, потом надо envy под этот performance environment, да, как-то засетапить. Соответственно, это все ведет к костам. Ну, про нериски там немножко позже поговорим. Естественно, могут быть череда рисков, да, связанных с решением, мы должны их тоже оценить и придумать новое архитектурное решение, которое этот риск смягчит. Также трейд-оффы, про которые я уже говорил, да, это компромиссы, улучшили interoperability между системами, да, коммуникация одна система в другую систему, да, и гарантируем там, я не знаю, там какой-нибудь принцип FIFA, например, да, но ухудшили перформанс, да. Это трейд-офф. Если у нас принцип at least one delivery или consistency данных, или потеря данных должна быть сведена к минимуму, да, и это high priority quality атрибут, да, то мы перформансом можем пожертвовать. А если у нас конфликт между двумя high priority, да, там уже quality атрибутами, то может быть и риск, да, что мы чего-то не достигнем, тогда нужно вот negotiate с клиентом, какие могут быть альтернативы или сколько, опять же, это будет стоить, чтобы достигнуть, да. Позитивное решение, да, вот если мы принимаем решение, и оно позитивно влияет на measurement, да, quality атрибут сценария, там, имплементнули, например, мой любимый ping echo по мониторингу availability, да, супер, мы теперь, то есть мое решение имплементовать ping echo позитивно влияет на measurement самого availability, ну, сценария, да, оно не достигает его, да, оно, по крайней мере, мне может дать статистику, насколько мы available, не available, и дать SLA, да, репорт потом клиенту. Соответственно, вот таким вот образом у нас все дело как бы связано, да, друг с другом. Ну, архитектурные решения формируют solution архитектуру, и та, в свою очередь, формирует solution, который достигает бизнес-голов. Все, замкнули. Окей, давайте пробежимся к примеру. Я сейчас один слайдик пропущу и разберем. Я уже несколько раз его показывал. Просто он такой кричащий пример. Значит, ребята строят социальную сеть это такой себе скрам для детей. Короче, родители фигачат таски на борде, детям на мобильный телефон прилетает сообщение, что тебе надо сегодня там заимплементить, например, помывку посуды, вынос мусора, там, ну и остальную тему по дому, да, или там домашнее задание как-то сделать. И, соответственно, ребенок, как инженер, педалит эти все задачки, вот, делает, фотографирует, ставит дан, получает за это очки, каждая задача там стоила определенный там рейтинг. Ну, короче, классная реально система, кому хочется там позабавиться с детьми, реально прикольная. Она была на Штаты, и пользователи, такой небольшой стартап, приходит клиент и говорит, у нас система 2 раза в сутки недоступна. И это плохо, потому что наши юзеры жалуются. И окей, говорю, давайте сделаем, мы
сделаем с вами ассессмент небольшой, мы там где-то месяц с ними проводили этот ассессмент, делали там и перформанс, исследования и так далее. Ну, естественно, мы начали с требований, да. То есть было одно из требований, оно high priority, что там админский портал, где, собственно, задачи набивались, должен был загружаться с latency примерно там 2 секунды. Scalability, они говорили про 1000 simultaneous или concurrent пользователей, это те, которые одновременно совершают действия, да. То есть если мы будем писать Gmeter скрипт, да, то это наши там, грубо говоря, треды, да, в Gmeter с определенными оговорками, ну, и настройками, но тем не менее где-то около. Reliability, там база данных должна что-то там immediately была восстанавливаться, и какой-то там еще supportability, но здесь оно не суть важно. Итак, естественно, документации нету, я просто анализирую их текущую инфраструктуру, и здесь только слепок application сервера, то есть без базы данных, без ничего, но это все как бы, здесь нет ни лоад-балансеров, ничего, нету никакого scalability. Ребята использовали PaaS, по-моему, Linode, да, здесь Linode сервер. Значит, вот это наша нода, такой execution environment, там Ubuntu, CPU какой-то, RAM у нее есть, там версия IP-шка и так далее, и disk space. На этот IP-адрес у нас ломилось все реквесты, то есть прямо на эту ноду. Ну, классически, никаких балансировщиков, нифига нету, вот просто одна нода. И вторая нода, кроновская нода, у нее там какой-то CPU и так далее. Она генерировала порядка 40 тысяч ивентов в день. Ну и потом как бы история расскажет, с чего у них падала их аппликация, да. Вот, я записываю решение, да, то есть у меня есть требования, сейчас буду скакать между слайдами, у меня есть мои требования, да, и в разрезе этих требований я делаю качественный анализ, то есть я визуализировал их там application, ну, как один из кандидатов для ассессмента, да, инфраструктуру, там было и по коду и так далее, ну, тем не менее, сейчас вот application сервер разбираем, да. Linode as a hosting платформа, есть позитивные поинты этому, ну, там как простота, например, да, использования, это PaaS, все-таки он облегчает, да, если у них не было девопсов, это все делали инженеры, это makes sense, да. Еще используя там, допустим, single application ноду, да, это, кстати, тоже есть sensitivity, здесь я бы сейчас бы уже, наверное, поставил, потому что это просто. Не надо городить никакие балансеры, ничего. Вот одна нода, все супер. Можно ее вертикально скалировать до упора, да, и так далее. Использование Linode были определенные риски связаны, да, и категория не рисков, да. Также я записываю, как вот что вижу, как бы то и записываю. Это же решения, да, которые кем-то были приняты. Single application нода, да, там, для суппорта таких-то там аппликаций, да. Использование Meteor кластера, да, это важно, потому что, ну, именно в инфраструктуре, да, я настраиваю кластеризацию внутри процессов, да, на ноде. Вот, PM2 и так далее, да. Single cron нода, там для define, там, для хендла там 40 тысяч реквестов, да. И использование S3 Storage, это, кстати, очень классная штука для фото и видео детей. Здесь был просто один риск, ну, наверное, и позитивные поинты есть S3, там ее stability, durability, там, да, и тому подобное, но здесь конкретный был риск, мы хотели на него стрессануть, и потом расскажу, что за риск. И потом я описываю каждый вот это R, и вот эти S, sensitivity, трейд-оффы и риски, не риски. Я описываю потом, ну, документирую, да, что там риск без там балансера мы не можем гарантировать горизонтальный скейлинг, да. Одна application нода не может трекать 1000 simultaneous пользователей. И ссылка на performance результаты. То есть мы делаем с качественным анализом, мы делаем количественный анализ, то есть прогоняем перформанс-тесты, да. Перформанс-тесты говорят на этом Envy, что мы можем выдержать, там, по-моему, на тот момент было 200 concurrent пользователей, да, в 5 раз меньше, а дальше сервак залипает, да, уходит в 100% CPU, и дальше все, unresponsive, да. Соответственно, мы здесь вот линкуем, да, количественные и качественные анализы, да. 40 тысяч джоб негативно, ну, как бы убивает производительность в целом, да, за несколько часов, и, соответственно, опять же, это та же симуляция, да, этих 1000 пользователей, грубо говоря, когда мы уходим просто, опять же, в CPU, и там прям по мониторингу, по Linode было видно, что идет какая-то просто обычная операция, да, просто вот там какой-то бейзлайн по CPU, там, грубо говоря, 40%, да, потом какой-то рост такой в 100%, и все, падение. Вот, ну там понеслась, бэкапов нету, значит, CDN-ов нету, QA-процессов, никаких environment'ов нету, все мы сразу на продакшене тестируем,
ну, классика, да. То есть это максимальный плохой экзампл всего, да. Ну, трейдов здесь, опять же, с simplicity, да, что мы вроде бы как используем Linode, это классно, да, ну, как по-быстрому, но, опять же, плохо достигает требования выше, да. Ну и не риск использования, ну или sensitivity, я не риски сейчас редко использую, только если клиент не приходит и говорит, у меня конкретно есть риск, я проверяю, говорю, риска нет, говорю, не риск, да. Но обычно я сейчас sensitivity использую как позитивный point, да. Кластер, там, использование кластера, ну, действительно было неплохое решение, вот, поэтому мы его оставляем. Теперь, когда я собрал вот этот ряд рисков, да, теперь моя задача как архитектора не просто такой пришел и швырнул клиенту, сказал, вот, смотри, сколько у тебя рисков, да, разбирайся теперь. Нет, конечно же, нужно сделать первое, это риск assessment, да, риск приоритизацию и продумать стратегию. То есть мои рекомендации теперь будут вращаться вокруг, ну, рекомендаций по смягчению риска, да. Ну и классический, да, риск-анализ. Очень примитивный здесь анализ, как бы, чтобы не заморачиваться. Он хорошо работает, я его очень часто использую, чтобы не придумывать там каких-то сложных велосипедов. И, ну и всем советую. Прибегает ко мне, значит, как-то менеджер, всем историю эту люблю рассказывать. Она очень часто просто от разных проектов кочует. Прибегает и кричит там, у нас проблема, у нас high priority риск. Я такой, ну, и вы помните, да, вот эти про high availability, high там scalability. Первый же вопрос, да, архитектора, с каких делов ты ему приоритет high поставил? Ты что, приоритизацию сделал? Как ты понял, что это high? Ну и на этом разговор сразу заканчивается, да, мы идем, разбираемся, делаем приоритеты, и оказывается все довольно-таки нормально, и можно с этим работать. Итак, риск приоритизация. Importance и probability, да, то есть probability, как часто этот риск может случиться, да, и импакт на что, если он случится, на что он повлияет. Со стороны бизнеса, да, не со стороны того, что мы кого-то обидим, да, или там, я не знаю, там будет плохой код quality, это все до одного места. Насколько, ну, вот по сути, насколько мы повлияем именно на бизнес, да, он выйдет из строя, да, будут негативные фидбэки от кастомеров, да, от юзеров и так далее, да. То есть, ну вот какие-то вот такие, мы там потеряем security, например, да, там приватность юзеров можем потерять, да, и так далее. То есть вот это важно, да, что может импактнуть именно бизнес, да. Probability оценивается, его, это тоже такая себе история, да, как оценить probability риска. Ну, если есть мониторинг, смотреть на мониторинг, да, либо при запуске определенных тулов, да, там по тому же security, performance, определить, что есть гэпы, да, и, ну, как бы спрогнозировать, что если будет такой же лот, который мы спрогнозировали, то, ну, соответственно, будет падение, да, и мы можем оценить probability, соответственно, по low, medium, high, да, и impact, соответственно, да, и пересечение двух, да, будет выставлять нам приоритет. Желтенький medium, красненький high, low. Я обычно на low не генерирую там особо много решений, а уже начиная с medium, вот это мой скоп после ассессмента, да. То есть я сделал ассессмент, у меня есть сет рисков, да, вот даже вот на предыдущем слайде, да, тут это только несколько из потенциальных рисков, да, вот, я должен над ними проработать. Вот. И, соответственно, по адженде, да, вот если мы делаем это в аутсорсинг-компании, да, консалтинг-компаниях, да, очень часто в Штатах, ассессмент архитектуры очень популярная тема, многие консалтеры это делают, тот же SaltWorks делает такие ассессменты, да, SEI делает такие ассессменты очень часто. Как оно выглядит, да, то есть вот как это вложить в определенные рамки, да. Очень часто это 3 недели, если есть вся необходимая input информация, документация, есть принятые решения, мы можем с чем-то работать, с артефактами, чтобы их проассессать. Очень часто, как я говорил, 80% проектов не имеют документации архитектурной. Соответственно, тебе, как архитектору, надо сначала визуализировать эту архитектуру, потом записать принятые решения не тобой, а кем-то еще, да, вот из визуализированной архитектуры, а потом же ее и проассессать. Ну, такое себе. То есть тогда это не 3 недели, это там 4-5 недель, да, зависит от масштабов проекта, да. Например, самый большой там у меня был проект, это 10 миллионов строк кода, да, это очень крупный хаб и дата storage по авиасообщениям, да, и мы только 3 недели, разбирались, что у них не так, то есть что у них болит, что случилось, да,
и нам очень много архитекторов, и там была документация, архитекторы показывали от разных отделов, что у них происходит и какие есть проблемы, и они хотели наших адвайзов, как это, собственно, им полечить. Итак, первая неделя – это работа над требованиями, да, это первый степ. Погружаемся в архитектуру, да, делаем количественный и качественный анализ, запрягаем все возможные тулы, тулсеты, которые найдем, да, опять же, там это, ну, я их перечислю потом, не буду сейчас там много тратить времени, да, от любимых всем сонаром, да, до там Титана, да, от Сеи, вот, я их потом специфицирую и скину ссылками, вот, сможете на них посмотреть. И дальше, когда мы уже сделали непосредственный анализ, да, мы занимаемся уже составлением репорта, анализом рисков, да, и подготовкой финальной презентации и ну, показу клиенту, да. Репорт, в принципе, выглядит как-то так. У нас есть приоритизированные драйверы, архитектура, которую мы оценивали, ауткамы, да, непосредственно анализа, да, количественного, качественного, рекомендации и роудмапа по исправлению. Все очень просто, да. Давайте сейчас я презу попробую остановить, посмотрим быстрый пример. Вот это такой старый шаблон, это example, можно показать. Здесь везде example, это придуманные проекты, да, или смиксированные с имеющихся, да. Вот там revision history, да, у нас вот небольшой документ на 55 страниц. Вот assessment, сейчас я перелечу именно на количественный assessment, чтобы вы видели, как оно выглядит. Сорян, такая немножко фигня со скроллом. Сейчас, один момент, это наша архитектура. Вот как раз кейс, который я показывал, да, то есть как это просто в документе выглядит, да, то есть это вот deployment диаграмма, да, то есть я выдираю только вот там какой-то кусочек, да, вот здесь вот такой небольшой, вот именно по application хостингу, да. Дальше говорю, что у меня идет количественный анализ, да, и, соответственно, у меня там, что именно за количественный анализ, да, вот там анализ Linode Pass, да. Вот, я что-то о нем пишу, вот мои требования, с которыми я сейчас буду решения записывать, да, и анализировать, эти решения будут достигать эти требования или нет, да, и какие с ними связаны проблемы, да, по сути, трейд-оффы и риски, да. Это обычная табличка, все записано, вот эти решения, да, и, соответственно, импакт-анализ, да, Атама, да, и, соответственно, у меня расписаны все эти темы, да. Можем перейти или не можем? Нет, не можем. Перейти на example. И таких вот, дальше там какая-то у нас автоматизация и deployment, да. Дальше у нас пошли какие-то уже количественный анализ, да, вот здесь performance какие-то метрики, да, то есть где мы есть, где мы упираемся, там достигаем ли мы тех необходимых response measurement и так далее. И вот таким образом, собственно, выглядит вся наша тема. Сейчас, если здесь... Да, вот непосредственный анализ Structure 101, отличный инструмент для джавистов, дотнетчиков и питонистов. По-моему, TypeScript и JS они еще пока не суппортуют. Он показывает, насколько связанная, да, и тяжелая у нас логика, модулярити и так далее. И там можно прям визуально двигать модули, да, выносить, разрывать dependency, и будет строиться прям в рантайме граф, да. То есть если вы вынесете эту dependency, да, там какой-то модуль, package, да, то у вас как бы вы либо наоборот улетите опять в сильную связанность, да, в красную зону, либо вы понизитесь вниз в зеленую, да. Вот, собственно, один из проектов, который мы ассессали, был совсем в красной зоне, да, и, соответственно, дальше принимались решения, как его достигнуть. Это вот, собственно, тоже анализ, да, dependency анализ по Structure 101, вот такие графики он красивые строит, такую декомпозицию, да, откуда, куда, сколько связей движется, очень круто их там анализировать, клацать, раскрывать детали, смотреть. Также с этих диаграмм, да, можно строить диаграммы пэкэджинга, да, модулярити, как оно выглядит все и так далее. То есть вот анализ dependency просто шикарный, да. Вот, ну и так далее. Дальше уже пошли логи, наверное, не будем там. Ну и proposed архитектура, то есть там мы один из вариантов предлагали перейти в Amazon. Хорошо, на этом все. Так, у меня еще есть чутка времени. Давайте очень быстро пробежимся, как мы анализируем свои же принятые решения, да, на небольшом проекте. Например, мы сейчас в фазе Discovery, и мы пишем Vision, да, то есть архитектурный Vision, мы его пишем,
и мы создаем там какие-то решения, да. Ну вот, нам надо создать супер-пупер крутую веб-аппликацию, где есть одно из требований, что база данных должна быть highly reliable, да, и там у нас бюджет в 100 тысяч. Ну, где-то подчеркнули бизнес-голы, какие-то констрейны, написали quality атрибут сценарий, да, то есть красиво его записали. Здесь нет конкретного менеджмента, здесь просто, что здесь говорится о том, что должен быть редирект на slave, да, именно для перформанс репортов. Потом отдельно еще можно расписать, насколько должен быть перформанс, да, этих репортов и так далее, насколько он должен быть отложенный. System контекст, супер крутая диаграмма, да, есть человек зеленый, который идет в аппликацию, да, а аппликация идет в базу данных. Ну, это, конечно, architecture, это ничего с архитектурой и дизайном не имеет общего, да. Ну и, соответственно, чтобы мне достичь reliability, да, хорошего, то я использую, ну, всем известный, приевшийся master-slave, да, ну, один из паттернов, да, там, чтобы не выдумывать. У меня есть SQL-клиент, да, есть прокся, у меня идут read-write на мастер нода, да, идет какой-то стрим логов на slave, да, и у меня slave только read-only, соответственно, для репортинга я использую slave. Наша архитектурная документация состоит из набора вьюшек, да, то есть таких как бы слепков, да, контекстная view, да, такая взагалі big picture показывает, потом декомпозиция, потом какой-нибудь deployment, там layerная view, entire view, да, потом какое-нибудь конкретное решение, как я буду там достигать там performance и тому подобные штуки. Вот, собственно, у нас всегда есть intent, да, то есть какие требования мы сейчас берем, да, в рассмотрение, да, то есть я не просто решение сгенерировал, потому что я такой крутой, да, а потому что у меня требования есть, да, то есть в интенте обычно мы указываем, на какие требования мы ссылаемся, да. Потом идет контекст текущей, текущего view, да, в каких рамках он находится. Потом идет репрезентация, ну, в данном случае репрезентация вот это, да, то есть как мы будем достигать мастер-слейв, да, репликацию. Обязательный каталог элементов мы описываем, каждый, опять прыгая между слайдами, каждый, что такое SQL-клиент, для чем он нужен, да, какая, возможно, технология будет за ним стоять, да, что такое прокси, что такое вот этот TCP, да, какой там порт, да, что такое read-write, как стримиться логи будут, да, синхронно или синхронно, да, каким образом, да, это будет реализовано там, допустим, в том технологическом домене, который вы используете, да. Контракты, если они есть, да, ну, это такая optional тема. Поведение, ну, здесь поведение за уши притянуто, ну, какая-то секвенс-диаграмма, это динамика, да, то есть если мы показываем статическое, да, ее недостаточно, надо показать динамику, да, по процессу данных, то мы используем или там activity-диаграмму, либо sequence-диаграмму, ну, она здесь, опять же, за уши притянута, она очень часто бывает скипается, да. Variability, да, variability это насколько наша там архитектура подвластна изменениям, да, насколько мы еще там, ну, конфигурабельность там ее и так далее. То есть, ну, здесь я там говорю про какой-то PG-пул, о том, что у нас только performance стейджи, проды будут иметь этот паттерн master-slave, остальные будут иметь просто одну single master ноду. И дальше у меня идет reasoning, да, то есть у меня вот есть вот этот quality атрибут 1, да, который я беру в интенте, да, вот, quality атрибут 1, несколько консернов, и я записываю все свои принятые решения и делаю сам себе анализ. То есть одеваю шапку эвалюатора и делаю анализ, соответственно, и потом каждый, вот, если у меня есть риск секции, да, то я должен принять новое решение, да, чтобы смягчить, если этот риск весьма, ну, там, medium плюс, да, приоритет, то моя задача его подсветить выше клиентам, да, в табличку, да, в Executive Summary, и мне надо принять новое решение, чтобы смягчить этот риск. Но мое новое решение может привести опять к трейд-оффам и новым рискам. И я так должен смягчать и смягчать эти риски до тех пор, пока я не удовлетворю сам себя, грубо говоря, этим анализом и принятыми решениями. Фух, на этом все. Вопросы? Серега, я закончил. Та. Почти уложился. Дуже дякую. Питань багато. От, цікаві, до речі. Ну, поїхали. Сергій Прось питається, чи могли б ви дещо більше розповісти про модульну архітектуру проєктів? Чи варто її впроваджувати? Як зрозуміти принцип правильної ієрархічної декомпозиції? О, это прям супер вопрос. Мы его, наверное, сразу
Я его там даже лайкнул до сессии, он уже был раньше написан. Я не знаю, каким образом. Ну, это, наверное, общий вопрос. Любой презентации просто задаешь этот вопрос, и Да, она да, да. заходит. Там. Как мы работаем? У нас был один большой монолит и один пэкэдж, вот прям тупо один пэкэдж в Java, ты понял? То есть вот namespace, да, там онлайн PM, а дальше вот архетипы пошли, да, там контроллеры, сервисы, да, репозитории, и это был просто мрак, и dependency, реально менеджмент был очень на плохом уровне, и архитекторы с BM поговорили про такую штуку, как, чтобы, опять же, инженеры не делали от себятину, да, ну вот как ты там назовешь, я не знаю, там, какой-нибудь package, вот как ты придумаешь ему название, как ты поймешь, что это package, да, или там модуль, да, или это домен, ну, грубо говоря, здесь equal ставлю, да, как ты обособишь на уровне кода, да, что-то вот такое независимое, да, потом оно может деплоиться себе, ну, куда-то separately, да, но, типа, как ты вот это обособление фичи сделаешь, и какие левелы декомпозиции внутри этой фичи должны быть, да, то есть и BA сказали, хорошо, давайте мы вам попробуем сделать бизнесовую декомпозицию. То есть как наш продукт, с каких фичей он состоит, каких доменов, да, и что они в себя еще внутри включают, да, и какие связи между друг другом. То есть они нам дали контекст, вординг, дали основные домены. Ну как дали, мы с ними долго работали вместе, там как-то какие-то принципы прорабатывали, да, доменной архитектуры. Без этого как бы никуда, и потом мы вот эти принципы реализовали просто уже на уровне source кода. То есть у нас была мапа, которую нам дали бизнес, да, мы ничего не придумываем. Вот там есть у меня patient management, да, значит, у меня будет patient management, да. Есть у меня какой-нибудь ledger, да, значит, будет ledger. Все, то есть у меня основной топ-левел там модуль, да, это ledger, а потом внутри в него там еще есть какие-то саб-модуля, да, там insurance estimation, например, какой-нибудь, вот. Все, вот это вот так мне BA дали, они мне дали эти связи. Все, я вот, соответственно, ты смеешься, потому что ты знаешь, кто этим заведовал. Я понял. Да, окей. Да, это важная штука. Без нее там был вопрос, как перейти с монолита в микросервис. Вот такая книга, я сегодня буду прям показывать. Прям сижу, читаю, и вот прям вот первая тема. Сэм Ньюман, красавчик, написал, что пока вы не сделаете доменную декомпозицию, да, пока вы не выделите модули на логическом уровне, вам там в сервисную архитектуру еще рано. Это одна из ключевых тем вообще в управлении, dependency менеджмента и вообще архитектуры, декомпозиции проектов. То есть вот как-то так. Окей, дякую, дякую. Микола питається, чи був у тебе досвід зміни архітектури в Mid Project? Якщо так, то з чого ти починав? Я думаю, ти, в принципі, відповів на це питання ще прямо Мгм. з печі. Окей, окей. О, на якому питанні, гарне питання. На якому етапі має проводитися оцінка архітектури та яка роль девелопмент команди в цьому процесі? Я когда был на тренинге от SEI, они приезжали к нам, начитывали вот пару лет тому назад, то чувак говорил про Атам, что чем раньше вы сделаете Атам, тем лучше. Вот как я сейчас показывал последнюю часть презентации, да, когда ты создаешь свой вижен, да, на будущую архитектуру, то ты в секции ризонинга делаешь атам. То есть ты делаешь evaluation своих же решений. Как можно чаще, да. Ты сделал прототип, ты делаешь небольшую evaluation, да, то есть вот, ну, то есть в самом начале, то есть с первых же решений ты делаешь атам, то есть evaluation делается постоянно. Потом он затихает, то есть ты уже делаешь его намного реже, там в полгода, как и обновление документации. У меня где-то примерный цикл это в полгода. То есть если проект занимает 10 лет, да, вот примерно полгода я вот делаю обновление, делаю evaluation небольшой. Ну, Угу. каких-то сегментов, скорее всего. Я не делаю все в целом, не имеет смысла. Окей. Роль дев-команди. Ще було питання. Отличный вопрос. Да, вот это второй сабтопик. Смотри, Вторая часть. архитектор Ага. сам по себе, да, архитектор сам по себе, он, ну как, он владеет методологией, он делает какой-то дизайн, да, записывает решения и так далее. Но вот про количественный анализ, да, я очень часто его отдаю на там техлидов, экспертов, кто может мне помочь. Там перформанс, давай перформанс-инженера продадим, да, пусть он мне померит. По security, пусть security. UI, UX надо потестить, да, давай возьмем UI UX. Мне надо код проверить. Я найму лучше синьора, который мне прогонит, разберется с тулами, если вдруг даже не знает, да, и мне повырисовывает уже прям вот подчеркивать, Димас, смотри, вот здесь проблема,
и вот здесь проблема, давай ее запиши, или даже запишет мне, я ее даже прям вставлю в документ и все. Вот здесь дев-команда прям огонь как выручает. Просто у тебя на все времени не хватит. Да, да. Ну, как-то так. Илона Бакун пытается. Можете ли вы дать советы по обучению и карьере для разработчика, который имеет цель вырасти до архитектора? Тут важно понимать, что первое, архитектор это не инженерная позиция. Я даже здесь не говорю там про финансовую какую-то составляющую. Это совсем надо повернуть голову. То есть у тебя вот этот промежуточный период от, допустим, очень часто от техлида или от синера, да, там на application архитектора, лучше его проходить с ментором, да. То есть желательно, чтобы был наставник, который тебя будет вовлекать, да. Я, например, техлидов вовлекаю в фича-дизайн постоянно. То есть мы стартуем новую фичу, у меня есть мини-документик, который они должны заполнить, поделиться со мной, мы его поревьюем, опруваем и ведем дальше. То есть я учу уже ребят вот здесь, как бы в самом начале, как работать с документацией, как решения описывать, диаграммочки какие-то там, хотя бы box and lines, да, нарисуйте, покажите свои идеи. Там очень часто там у нас камни преткновения это ERD-диаграммы, да, Entity Relationship по базе данных. Вот, то есть мы вот это вот все обмусоливаем, смотрим там и так далее. Архитектору движение в архитектуру это новая наука, поэтому очень неплохо бы найти тренинги или ментора, кто мог бы туда затянуть, потому что там ту же книгу читать, вот эту, да, Principle and Practices, ну, она классная, но, опять же, блин, ну ты прочитал ее и что? Ну, что я теперь, Мгм. архитектор? Нет. То есть надо вот эту методологию, прям вот эксперимент сделать, да, вот допустим, вот есть классная SolidWorks на Aureli делали Katas. То есть ты собираешь группу людей и говоришь, пацаны, у нас 2 часа, мы должны, вот у нас бизнес-кейс, и мы должны нагенерировать сейчас solution. Ну, сначала ты людей обучил, да, каким-то принципам, а потом ты им даешь это ката, да, и они сражаются. То есть они там на две команды делятся, и каждый генерирует там вот этот, понял, ну, vision, по сути, да, на этот самый. Это крутая практика, реально. То есть ты практически дизайнишь вот проблема решения, да, вот, и постоянно это, если делать, то это прям огонь. То есть ментор і тренінги, які можете знайти. Ну, тут є наступне питання. Максим Кислевич питається. При подготовке к сертификации AWS Solution Architect меня немного поразил объем информации. Есть ли у вас совет, как помнить это все даже после сертификации? Ну, очевидно, на практиці використовувати. Да, В тут принципе. очевидно, там же даже сертификации обычно они, что по GCP, что по Azure, по Amazon, они в первых же топиках говорят, чуваки, это все классно, мы вам дадим практику, вы дадим, делайте практику, потому что без практики, типа, это все, ну, это так, на полгода, и ты забыл. То есть, да, тут надо В принципі, так. практиковать. Да, як і все інше, в принципі, так. Так, ще одне запитання від пані Олени Бакун. Приходилось ли вам сталкиваться с конфликтами, когда видение разработчиков противоречило видению архитектора? Как решались такие ситуации? Да, это постоянная тема. Ну, постоянная тема. Смотри, я вот по себе сейчас понял, что, ну, вот когда становится эмоциональный разговор, да, то есть очень часто, то Угу. у меня такая особенность, я не чувствую эмоцию человека. То есть злится он там сейчас, он голос поднял, для меня это абсолютно нормально. То есть я сейчас не зеркалирую, понял, обратно. То есть ты идешь Це фактами. називається соціальна дислексія. Наверное, чувак, да. Хорош. Я запомню, я буду теперь пестрить терминами. Вот, значит, какая тема? Как я и сказал, все начинается с требований. Я говорю, смотрите, чуваки, вот есть такие требования, да. Я предлагаю вот такой solution, и вот есть оценка моего solution, да, моих решений. Теперь предложи мне контраргумент, да, то есть если предлагается контр-solution, да, то надо сделать comparison анализ. Я говорю, не вопрос, давай сделаем сравнительную таблицу твоего solution и моего solution. И посмотрим, ну, что имеет наиболее value, да, какой reason имеет. Я очень часто, ну, принимал сторону разработчика, да, потому что реально он там нашел, ну, какую-то такую тему, да, которую я не учел. Да, я сделал по-быстрому какой-то анализ, да, поспешил, возможно. И убеждение не через то, что разработчик
там, я не знаю, опять же, резюме-дривен, или там хочет что-то попробовать, да, или ему что-то там надоело, а имеется, ну, как крестный отец говорил, никогда не ругайтесь с людьми, всегда ориентируйтесь на факты, да. То есть вот если есть факты, доказывающие, что его решение правильное, значит все супер. А когда мне приходит и начинается, вот мы сейчас будем здесь использовать кавку вместо RabbitMQ, я говорю, с каких делов мы это будем использовать? Где причина этому, да? Где требования, ну и так далее. Вот она может больше там держать. Я говорю, ага, конечно, вы что, перформанс-тесты сейчас сделали? Ну, то есть откуда это все? Ну, почитали на InfoQ, ну, то есть такая тема. То Окей, есть окей. reasoning, все. То правда, то правда. Ігор Яхніцький питається, а яку технічну роль і компетенцію в ідеалі має мати людина, яка допомагає задефайнити клієнтові бізнес requirements з урахуванням всіх обмежень? А ну давай ще раз спочатку. Який Давай, левел? давай ще раз я доповню. От дивись, яку технічну роль і компетенцію в ідеалі має мати людина, яка допомагає задефайнити клієнтові бізнес requirements з урахуванням всіх обмежень? М, Ну, тут Ігор питається про BA, певно, що про бізнес-аналітика, та? Давай трохи розгорнемо це питання. Скажи мені, ти працював із бізнес-аналітиками і з продакт-менеджерами. В чому, власне, Да. різниця? Ну смотри, продукт-менеджмент, да, он делает супервизию на, собственно, на продукт, а больше на фичи, да, как там вот имплементировать, что нужно клиенту так, и так далее. Все-таки бизнес-анализ, он, ну, он от того и говорит о том, что вот этот бизнес, он состоит из этого и из этого. Он не говорит тебе, о каких фичах, да, нужно предоставить, да, какой value мы принесем. Он просто знает, как этот домен, да, ну, обычно бизнес-аналитики, они в определенных доменах, да, работают, они знают специфику домена и могут тебе прописать требования, если ты захочешь часть этого домена имплементнуть. А продукт менеджмент, он тебе говорит, он визию дает на имплементацию. А какими скиллами должен обладать? Ну, должен хотя бы баубук когда-то посмотреть, хотя бы так по диагонали, да, провести quality attribute workshop хотя бы, да, с кем-то, попробовать, или почитать про это, как это проводится, да. То есть это либо зачастую, ну, там, уровень уже архитектора, да, либо сильного инженера, кто намахался, да, на консалтинге, ну, грубо говоря, это уже консультант, да, эксперт. Ну, а лучше это бизнес-аналитику делать. Да, сбор требований, requirements менеджер может собирать требования. Ну, как-то так. Окей, окей. Так, останнє питання, тому що питань дійсно багато. І нагадаю, що Дмитро писав свій телеграм Да, можете мне. в слайдах. Так, якщо у вас є питання, то, будь ласка, адресуйте Дмитру. Останнє питання. Думаю, що воно, в принципі, цікаве. Валерій Шитар питає, які найбільші труднощі зазвичай виникають при оцінці IT-ландшафту та архітектури організації, та які лайфхаки їх подолання? Самые большие трудности, к сожалению, человеческие. Обычно, когда ты приезжаешь на он-сайт, да, вот если до пандемии берем, да, я приезжаю на 2 недели работать на ассессменте, и тут мне встречается несколько сразу моментов. Я же приехал ассессать чью-то архитектуру, да, кто-то же ее там задефанил, и если этот человек присутствует еще до сих пор в компании, то можете представить, насколько он будет рад меня видеть. И это начинается именно, ну, такая, знаете, как подсадная работа. У тебя мало времени, да, там 2 недели, а тебя челленджат, причем очень серьезно. И опять же, с такими вот людьми, это как с теми инженерами, которые хотят пропихнуть свой solution, да. Нужно оперировать просто фактами и очень, ну, очень профессионально. Никогда не переходить, не входить в холивары и так далее. Стопорить обсуждения, да, всегда говорить о том, что у нас есть таймбокс, всегда писать meeting minutes, да, о чем мы договорились и так далее. Делать дизайн как можно быстрее, показывать какие-то уже плюс-минус решения или проблемы визуализировать, да. Человеческий фактор – это одна из таких сложнейших тем. Вторая штука – это неумение архитектора делать, ну, evaluation, да. То есть тебя зовут делать evaluation, да, там, как сервис или вообще, вот приди, сделай там оценку архитектуры, а ты не знаешь, что делать, да. И начинается вот это вот разброд и шатание, что-то там вот это попробовали. Для многих evaluation заканчивается на уровне мы поэвалюировали код и базу данных, да,
и это типа все, это архитектурный ассессмент, круто. Вот. Ну, то есть это какой-то инженерный, там, код-ревью ассессмент, да. То есть незнание это есть большая проблема, незнание твоей команды. То есть если ты едешь с кем-то, кто не знает, чего мы будем делать, я очень часто задаю вопрос. Вы понимаете, и прям дальше, ну, спрашиваю какие-то дополнительные вопросы, что мы будем делать. Там, ну, адженда есть, само собой, да, какие вопросы мы будем задавать. Если я встречаю, что народ не шарит, то я делаю прям до первых сессий какую-то образовательную, быструю такую инъекцию знаний, чтобы мы обсудили, синхронизировали, что мы будем делать, да. Рассинхронизация тоже очень такая тема. Как я тебе говорил, да, там привлечение инженеров, перформанс, там, security, UI, UX, да, на assessment. Оно как бы разные треды, тебе надо все координировать. Архитектор часто еще и менеджером выступает ну, на ассессментах. Ну, вот как-то так, да, то есть это вот такие вот моменты. Все, мы уже пересидели с тобой, мне кажется, да? Сорян. Ну, цікаво ж було, правда? Мені так точно. Так, окей. Я тобі дуже вдячний за і виступи, і сесію Q&A. Дуже тобі дякую.